Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, события, которые произошли, куда все это ведет и какие движения предполагаются по ключевым активам. Нефти, золоту, серебру, доллару, евро и так далее. Так, давайте начнем с календарика. Сегодня вышли позитивные данные по уровню безработицы в Германии. Экономика Германии в общем-то, без промедления двигается к успеху и восстановлению. Так, далее была публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике. Надо сказать, что есть такой анекдот, раньше было о том, что у психиатра на двери висит такое объявление, что больные, которые сидят в очереди, не разговаривайте между собой и не делитесь описанием диагнозов, потому что очень сложно понять, кто чем болен потом. Ну смотрите, на самом деле под копирку практически все они взяли у американцев, те же там 2%. Единственное, конечно, Европа, она более такая инерционная, сложнее разгоняется, но с другой стороны в этом и есть определенный плюс. То есть там, где Соединенные Штаты начинают колебаться, входить в штопор, там Европа может все это дело спокойно проскочить. Это связано, ну, конечно же, с неоднородностью политической, экономической. Все-таки европейские страны, входящие в Европейский Союз, они значительно сильнее отличаются друг от друга, чем штаты, входящие в Соединенные Штаты. Если брать, допустим, ту же Венгрию и, предположим, Германию, то там как бы, менталитет у людей может очень существенно различаться. Ну и экономика, само собой, тоже. Потому что Германия это двигатель, а Восточная Европа, бывшая, в основном это, конечно, аграрные страны. Все то, что пришло из Варшавского договора. Так, но здесь, в общем-то, все стандартно, почти как у американцев. Приоритет восстановления рынка труда, доходов населения, ВВП. Ну и, соответственно, все, что связано с деятельностью ЕЦБ, ключевой показатель это чтобы произошло восстановление экономики, люди стали жить хорошо. И на самом деле все это священное действие, которое затеяно с зелеными технологиями, зеленой энергетикой, оно нужно для того, чтобы произошел переход на новые основные фонды и, соответственно, на новые товары длительного пользования. Почему это так? Потому что для того, чтобы куда-то деть деньги, которые напечатаны сейчас и американцами, и Европейским Центробанком, нужны новые рынки. Новые рынки, они формируются либо когда происходят разрушительные войны, и все дотла сжигается, уничтожается, как было во время Второй мировой войны, Первой мировой войны. Либо нужно открытие каких-то новых рынков, и, соответственно, эти новые рынки, они всосут в себя всю избыточную денежную массу, приведут к тому, что эта денежная масса распределится и не будет, соответственно, гиперинфляции, провалов и других негативных последствий. Именно поэтому такое четкая дорожная карта сформирована по поводу перехода на зеленые технологии, отказа от сжигаемых видов топлива. На самом деле здесь основная сакральная тема это не в том, что реально СО2 представляет угрозу. На самом деле, если кто-то изучал, допустим, астрономию, физику космоса, то он прекрасно знает, что малейшая вспышка на Солнце, она гораздо существеннее влияет на климат, на температуру на поверхности Земли, нежели там все бизоны, которые генерят углекислый газ там за 100 лет. И поэтому, конечно, с углекислым газом палочку они перегнули с одной стороны, но это так, в общем-то, никто в этот вопрос особо глубоко не вникает. Но здесь не надо думать, что это какое-то мошенничество или это что там масоны с зелеными человечками договорились, чтобы всех новым оброком за углекислый газ обложить. Нет, здесь дело не в этом. Дело в том, что вообще эволюция, развитие общества, развитие экономики, особенно современной, после того, как она подключилась на искусственное стимулирование путем печатания денег, это позволило очень быстро проходить этапы развития, внедрять технологии, улучшать качество жизни людей.
И, соответственно, вот вся эта парадигма, она требует постоянного топлива. Постоянное топливо — это, соответственно, должен маховик крутиться. То есть надо что-то постоянно изобретать, производить, менять основные фонды, товары длительного пользования. И только тогда вся эта парадигма, она будет работать без боев. И, соответственно, позволит успешно развиваться и процветать, ну, как минимум, золотому миллиарду, а может быть и всем людям в дальнейшей перспективе. И, по сути, сейчас на текущий момент идет процесс, когда скорость вот этого перехода, развития новых зеленых технологий, строительства новых заводов по выпуску аккумуляторов, плантаций солнечных батарей, так называемых, которые будут ее вырабатывать, переход на хранение и транспортировку электроэнергии в виде водорода. То есть вот этот процесс, скорость этого процесса, она, чем она быстрее будет протекать, тем, соответственно, быстрее мы избавимся от негативного влияния так называемого коронакризиса. На самом деле здесь тоже не надо особо испытывать иллюзии относительно того, что вот там возник коронакризис, внезапно он пришел и все нарушил. Жили супер-пупер. Нет, уже как бы происходила смена цикла развития, так называемого. Ну, кто-то верит в кондратьевские циклы, кто-то не верит в кондратьевские циклы. Но факт заключается в том, что периодически с какой-то частотой происходит смена развития парадигм. Вот сейчас как раз та парадигма, которая была заложена в 70-е годы, точнее 70-е годы это были своего рода болотом после ревущих 60-х, так называемых, когда человечество осваивало космос, к чему-то стремилось и так далее. И 70-е годы, они, в общем-то, по сути, стали неким таким застоем. Это не только в Советском Союзе было, это было и на Западе, и во всем мире. Но, с другой стороны, этот застой, он породил новую экономику, которую где-то называют регономикой, где-то диким американским капитализмом. Но факт заключается в том, что тот импульс, который был получен после 70-х годов, он определенным образом себя исчерпал. И это было заметно еще где-то, ну, наверное, в 2015-2016 году. Вот, соответственно, для того, чтобы текущая система успешно крутилась, успешно функционировала, необходима полная замена основных фондов, потому что здесь будет выпущено новое оборудование, новые товары длительного пользования, произойдет полная смена всего, и таким образом вот эти выпущенные деньги, они просто поглотятся новыми технологиями, новыми компаниями, которые раздуются, акции их до небывалых высот и так далее. Соответственно, сейчас процесс освоения вот этой новой зеленой энергетики, он является спасением мира от экономического хаоса и потери всего. Никакой там парниковый эффект, это чухня полнейшая. Ну, опять же, с моей субъективной точки зрения, ну, просто нашли как бы такой повод, да, более или менее нейтральный, который убедил бы людей двигаться в направлении, которое позволит этот мир перестроить и его перевести на новые рельсы развития. Вот и все. Разумеется, в такой парадигме развития здесь будет место только тем государствам, тем странам и тем как бы сообществам, которые производят прибавочную стоимость и движутся вперед. К сожалению, здесь не будет места для тех образований, которые ориентированы на экспорт сырья. Вот. И поэтому здесь, я думаю, в ближайшие 5-10 лет будет очень энергично эти процессы протекать, потому что весь мир, весь западный мир, весь цивилизованный мир, он стоит перед выбором, либо произойдет, то есть скорость перехода на новые технологии, на зеленую энергетику, на зеленую промышленность, она должна быть такой, чтобы все негативные последствия, связанные с нарушением, разбалансировкой, с выпуском избыточной денежной массы, они были поглощены. И чтобы не приводить там никаким крахам, потрясениям, чтобы плавно осуществить, ну по возможности плавно осуществить этот переход. Поэтому тема зеленой энергетики, она очень важная. И она очень важная именно потому, что в зависимости от того, насколько она успешно и запланированно протекает, соответственно, весь мир, он либо вернется в пучину хаоса и кризиса,
либо он более или менее ровно, более или менее плавно, с минимальными потрясениями перейдет просто в другой мир, когда будет вместо огромных там проводов приплывать танкеры, заправленные водородом, выгружать на какие-то локальные электростанции этот водород, который будет производить электроэнергию. Вот, соответственно, будут ездить электромобили вместо привычных машин. Ну и, в общем-то, все кардинально изменится. Покрытие интернета и с космосом, всей поверхности Земли бесплатный интернет, общедоступный. И, соответственно, это все приведет к тому, что, ну, скажем так, все станет консолидировано и едино. Но это, скажем так, немножко взгляд в будущее. Если возвращаться к нашему волшебному календарику, что у нас получается? Ну, смотрите, пошла разбалансировка по Соединенным Штатам. ВВП растет не так, как запланировано. Это больше, чем предыдущий показатель, но это не так, как запланировано. Так, дефлятор ВВП, правда, больше ожидаемого, но я думаю, вот этот показатель более существенный, потому что он отображает, как происходит поступательное восстановление экономики. Оно сейчас происходит лучше, чем было до этого, предыдущий квартал, но тем не менее те планы грандиозные, которые были на фоне всеобщей вакцинации, открытия постковидного общества, оно все равно начинает буксовать. При этом, что мы видим? Число первичных заявок на получение пособий по безработице растет. Опять же, здесь хитрая ситуация, посмотрите. По сравнению с предыдущим значением, которое было на прошлой неделе, а здесь в прошлом квартале, оно, получается, показывает позитивную динамику, то есть идет снижение. Но по сравнению с запланированными, оно никакого снижения не показывает. До 200 тысяч еще далеко. И поэтому здесь начинает как раз работать фактор. И этот фактор, я думаю, не связан с дельта-штаммом коронавируса, хотя он определенную лепту тоже вносит. Это как раз связано, я так предполагаю, именно с инфляцией издержек. Дело в том, что на фоне так называемого ковидного отскока все производители товаров и услуг, они решили попилить этот сладкий большой пирог, начали взвинчивать цены на фоне дефицита предложения. И в результате этого мы получили то, что, собственно говоря, чего и опасались. Замедление роста ВВП и увеличение роста первичных заявок. Почему? Ну, потому что люди, которые сталкиваются с достаточно высокими ценами и, допустим, которые заняты не очень квалифицированным трудом, те же там официанты и так далее, там может быть какие-то грузчики разнорабочие, кто-то работает на заводе, ну, скажем так, им выгоднее получать пособия и выплаты, нежели выходить. Или, допустим, те затраты, которые они понесут, работая, и то, что они будут все время этим заниматься, оно для них не так рационально, экономически выгодно, как получать пособие. Да еще и растут цены. То, допустим, мог в центре Нью-Йорка пообедать там, например, за $50, а тут хоп, за $100 уже. Ну, то есть растут издержки, и получается, вот эта инфляция издержек, она генерирует рост безработицы. Ну, по крайней мере, смену работы или усиленную ротацию. Конечно, там кто-то из американских чиновников объяснил это очень интересно и, возможно, даже правдоподобно, что первичные заявки растут, потому что растет деловая активность, люди чаще меняют работы, поскольку верят в экономический рост. И, соответственно, поэтому растут первичные заявки. Ничего тут страшного нету. Но вот этот показатель ставит все на свои места. Что здесь на самом деле дело не в ротации и не в ожидании роста, а в том, что здесь, судя по всему, инфляция издержек, она съела вот этот вот рост, который должен был происходить и в ВВП, и в рабочих местах. Так, друзья, но это к вопросу о том, что восстановление американской экономики начинает несколько буксовать, и факел первенства должна перехватить Европа. Так, ну и у нас индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости. Вышел он не айс, хуже прогноза. Соответственно, здесь тоже еще один крен выходит.
Ну, скажем так, резюмируя вот эти данные важные, которые вышли сегодня по Соединенным Штатам, могу сказать следующее. Да, по большей части они пока лучше предыдущих значений, но уже начинается существенное расхождение с прогнозом. То есть поезд отклоняется и идет уже не в сторону восстановления, а в сторону некого колебания и, возможно, слома восстановительного тренда. И вот здесь как раз на арену с одной стороны выходит новый штамм коронавируса и рост заболеваний новых, и с другой стороны выходит то, что инфляция издержек, она съедает и сейчас экономический рост, а в будущем она его может вообще задушить. Так, друзья, но это все, скажем так, интересно. Давайте перейдем уже к деньгам. Вот то, что касается российского рынка, что сегодня происходило на российском рынке. Ну, здесь как бы Мечел проснулся, НЛ, РОС проснулся. Система МТС, у них, в общем-то, на ближайшее время они могут стать фаворитами в росте. Это связано с тем, что ну, там достаточно мощные сделки у так называемых инсайдеров. Информация вся в открытых источниках произошли. И поэтому по МТС и по системе возможно движение вверх. Так, ну вот, в общем-то, месячный таймфрейм по системе. Здесь разворотная формация была и начался откат. Но вот этот вот откат, он не завершился, потому что 29 так и не было пробито. Соответственно, сейчас достаточно высокий шанс того, что действительно с технической точки зрения, если не будет пробития 29, то нас ожидает в ближайшее время отскок. Ну, цель 34,5-35 как минимум, возможно, даже в дальнейшем ее погонят на 44-43,5. Так, ну на недельке здесь разворотная формация. Здесь, по сути, если не повторяется движение на 29, то нас ждет сначала чик сюда, потом чик сюда, потом может повыше. Ну да, и дневочка здесь вполне уверенный рост. Уже в пятницу или в понедельник, если пойдет сейчас движение и пробой 30,5, весьма вероятно. Следующая цель будет сначала 31,75, а вообще у него цель вот сюда 35,5. И, судя по всему, вполне возможно, за систему сейчас очень крепко возьмутся. Опять же, если не будет время потрясений на рынке. Так, друзья, ну и вот МТС, здесь тоже картина очень интересная. Пока как бы вроде бы в ней ничего такого нет. Но вот здесь вот в районе 323-323,5 у нее есть цель движения. Сюда она так или иначе сходит. Ну и само собой закрытие вот этого гэпа, оно как ни крути должно произойти. Критерий того, что здесь пойдет движение и очень оно быстро может произойти наверх, это пробой 320. Вот как только 320 здесь будет пробито на объеме или начнется консолидация выше 320, то мы можем увидеть очень быстрое движение сначала на 323,5, тут чуть-чуть. И потом попытка пробить вот это значение и сходить наверх. Не являюсь фанатом МТС, услуг этой компании, но должен заметить, что господин Евтушенков практически любой актив, который к нему попадает, он его разгоняет просто до космических высот. Так, друзья, ну дальше давайте немножко пробежимся по российскому рынку. Новатэк и Газпром отлично себя чувствуют, связано это с газовой историей в Европе. Там сейчас дефицит газа, и на фоне этого по поводу транспортировки через территорию Украины там страсти накаляются, и цена на газ неукоснительно ползет вверх. Далее ГМК. Ну смотрите, ГМК мы детально посмотрим завтра с утра. Но у ГМК есть порог, который его будет все время так или иначе периодически утягивать вниз. Это связано с износом основных фондов. Это как бы есть у большинства российских компаний, особенно занятых добычей сырья. Но здесь там просто очень много все сошлось воедино, и поэтому да, там вот претензии теперь по поводу загрязнений водоемов, по-моему, со стороны Росрыболовства или еще кого-то. Но такие инциденты, они будут всплывать. Я не думаю, что это существенно поколеблет вниз на Норильский никель. Завтра с утра мы детально обсудим, какие цели и как и что там будет.
Так, друзья, далее VIX. Ну, VIX все отлично, пикирует вниз. Действительно, это был, можно сказать, такой вот порыв улететь в космос, но его пока завернули и вернули его вот в эту проторговочку. Ну и далее индекс доллара. Здесь на текущий момент вот при закреплении этого пробоя, судя по всему, он закрепится. Цель движения по индексу доллара находится вот здесь вот 91,5. Почему пошло такое движение? Ну потому что долларов, сказали, будут больше печатать, чем евро. Там утвердили инфраструктурный план, наконец-то договорились вчера. Ну и плюс Пауэлл совсем размяк и сказал, что если что, то станок никогда не выключен. Шучу. Ну, в общем-то, риторика ФРС, она указала на то, что, наверное, все-таки в Америке в ближайшей перспективе денег будут производить побольше, чем в еврозоне. И вот на основании этого здесь развивается такое вот волшебное движение. Если закрепляется ниже 92, то в ближайшее время уходим тестировать 91,5. Ну и соответственно плюс 10 к нападению для евро. Так, друзья, но если переходить на график евро, то получается, что действительно вот здесь за счет того, что сейчас очень высокая степень автоматизации, много роботов, киборгов всяких разных, инструмент один из самых ликвидных в мировом масштабе, и поэтому здесь, конечно, картина, она была несколько искажена. Вот. И надо четко понимать, что да, в таком инструменте есть издержки, которые связаны с тем, что здесь многие движения, они могут быть размазаны и затерты из-за большого количества участников и автоматизации процесса. Вот. Но все, на текущий момент цель, которая была 18.82, о которой я ранее говорил, ее отработали. Единственное, конечно, вот здесь масса неопределенности была вот в этом диапазоне. Здесь-то как раз все более или менее ровно шло на отскок. Но вот здесь что-то там они намухлевали, и оно поэтому провалилось и гораздо дольше протолкалось под сильным уровнем. И вообще по логике вещей, если нету такого разброда и шатания, оно должно было идти на 16.50. Вот. Но здесь, видимо, проведение вмешалось, развернуло. И сейчас, если мы закрепляемся выше уровня 1,1842, то нас ждет уже завтра или в понедельник движение вот сюда вот на 19.35. И следующая цель это 1,2094 вот сюда. Если мы здесь не закрепляемся в этом диапазоне, ждет коррекционный откат целью 18.14 вот сюда. Так, друзья, далее давайте посмотрим S&P, часовой таймфрейм. Здесь у нас получается очередной максимум переписали. Связано это со стимулирующими мерами по инфраструктуре, которые будут предоставлять, выделять на переоснащение инфраструктуры. Поскольку проект утвердили, соответственно, на фоне этого происходит оптимизм. Тут, в общем-то, оптимизм краткосрочный, он не связан с анализом, что там на самом деле происходит на рынке труда и в производстве американском. И поэтому вот такое движение произошло. Критерий того, что проторговочка это будет продолжаться и движение наверх продолжится, это удержание уровня 4420. То есть это вот здесь проходит некая демаркационная линия, которая, если она будет пробита, вот этот диапазончик, то, соответственно, нас ждет возврат в район 4400. Потом, возможно, даже пониже. Но пока здесь все достаточно оптимистично. Если вот этот уровень удерживаем, то и сегодня, и завтра ждет дальнейший рост. Но в пятницу вечером, скорее всего, будет коррекционный откат 4400, потому что нужно пофиксить позиции. Забрать денежку и пойти ее прокрутить. Так, друзья, далее нефть. Ну, по нефти, смотрите, немножко 76,2 не дошли. Здесь сейчас есть попытка разворота в целях совершить коррекционный откат. Вот сюда, вот на 74,95. Соответственно, критерий того, что этот коррекционный откат будет, это пробитие 75,4 вот этого значения. Если здесь пробиваем, то сразу летим сюда, отрабатываем цель, консолидируемся и потом наверх. Ну, здесь вот есть у нас новый уровень 74,7. Если этот уровень не пробивается, то рост будет в обозримом будущем только продолжаться. Если пробьется, то
Следующий матрас лежит на 74. Вот здесь вот. Но текущая ситуация указывает на то, что спрос на нефть растет. Но все мы помним, что тьма сгущается перед рассветом. И поэтому перед тем, как совершенно перейти на зеленые технологии, по-хорошему бы переписать ХАИ на нефть, которые были в 2008 году. Такое вполне тоже может развернуться на фоне либо ураганов сезона, либо на фоне какого-то дефицита. Ну, конечно, это не более чем гипотеза. Скорее всего, ей развернуться не дадут, потому что есть Иран, есть Венесуэла. И, как ни крути, наверное, все-таки нефть по $150 за баррель, она никому не нужна, потому что она просто на текущем этапе задушит мировую экономику. Так, друзья, ну и наконец, рубль-доллар, USD Tomorrow. Здесь, собственно говоря, на фоне позитива с евро, на фоне роста нефти, но здесь, скажем так, особо пока геополитических рисков раскрытия нету, и вроде как там все договорились, по крайней мере на текущий момент поутрясали все вопросы, все противоречия. Вот, и поэтому, собственно говоря, вот это движение, оно и возникло, хотя налоговый период закончился, и обычно в таких ситуациях начинается рост доллара против рубля. Но здесь, что называется, против ветра парус не поставишь. Нефть растет, евро растет, рынки пребывают в какой-то эйфории коматозной. Ну и на фоне этого, соответственно, рубль укрепляется. Текущая ситуация, борьба за уровень 73.15. Если закрытие под этим уровнем, то переходим консолидироваться вот в этот диапазон 72.77, 73.15. Ну, переходя на часовой таймфрейм, в ближайшее время будет попытка потестить и пробить 73.15 и закрепиться в этом диапазоне. Если мы закроемся выше этого значения сегодня, то весьма вероятно завтра в течение дня или под конец дня мы увидим повторное тестирование вот этого диапазона и рост доллара против рубля. Ну, здесь окончание налогового периода и фактор пятницы, он может свое сыграть, как ни крути. Если мы сегодня или завтра с утра получаем пробой 73, 72.95, вот здесь такая коротенькая ленточка, то рубль идет укрепляться и тестировать 72.8, возможно 72.5. На текущий момент сейчас, скорее всего, будет вечером тестирование вот этого значения 73.15. Так, друзья, ну и далее РТС. По РТС весьма вероятно, это недельный таймфрейм, я беру тестирование вот этого значения 166 217 или даже вот этого хая 167 710. На сегодня цель движения сегодня-завтра это потестить вот это значение. Если переходить на часовой таймфрейм, здесь попытка коррекционного отката. Соответственно, этот коррекционный откат, если не будет пробития 162 тысячи, 162 300, он приведет только к донабору позиций и дальнейшему росту. Если будет пробой вот этого диапазона, то мы увидим просадку. Первая цель движения будет 160 500, давно знакомый уровень. Вот. Но на текущий момент здесь все-таки, я думаю, должна быть консолидация. Вот. И завтра, соответственно, будет тестирование вот этого значения. Ну а сейчас закрытие, я думаю, в диапазоне 162 400, 163 400. Где-то здесь мы и закроемся, наверное, ближе к нижней границе. Друзья, ну в общем-то все, что-то видео затянулось. Спасибо за внимание. Успешных торгов, хорошего вечера.